Добрый вечер. Сегодня рассказываю об антологии Шопенгауэра. Да, я Володя, человек не безразличный к философии, интересующийся. Было мне интересно, что это за Шопенгауэр такой, уже давно. В обществе о нем есть много всяких разных представлений. Говорят, что он там, ну, какие у него там о нем представления. Пессимист, жена-ненавистник, общественно ненавистник, ненавидит все. И вот интересно было, да, что за человек такой, почему он все ненавидит, какая же у него философия. И как на удивление мне, я обнаружил, что э, много о нем говорят, но мало конкретно его философии знают, именно каких-то онтологических оснований. Потому цель моего доклада эти онтологические основания донести, да, там, ну, например, все знают, там, я не знаю, о той же дилемме дикобразов, по крайней мере, из зумеров, но почему его главный труд называется «Мир как воля и представление», что как-то мало имеют представления, потому вот сегодня докладываю в онтологии. Вот, сразу же видим тут слева его такой классический портрет такого седого интеллектуала за 50 с таким познающим взглядом, держащий очки у себя в руках. Такой очень, как я уже сказал, классический образ встречается везде при упоминании Шопенгауэра, потому что мало было его портретов сделано, его жизнь такая довольно-таки грустная. И, в принципе, проанализировав его биографию, вполне себе понятно, откуда берется его пессимизм. Да, там известные факты, что его там отец там совершил суицид, когда ему было 10 или сколько-то там, что вот у него был характер такой интересный, что он требовал от собеседников какого-то, ну, соответствия какому-то интеллектуальному уровню, а не все были готовы в светских беседок так соответствовать, потому провел он большую часть жизни в одиночестве. Также, да, считая при этом, что все люди дураки, а я самый умный человек в мире, что он почти прямо говорит в предисловии к «Мир как воля и представление». Фотография в центре – это фотография сделана Стасом, дом, в котором он жил. Родился он в Данциге, сейчас это Гданьск, в Польше. Это вот также детский портрет. Еще из-за того, что он не получил признания при жизни, вокруг него не сформировалось какой-то такой большой, мощной школы, как, например, вокруг Гегеля, который жил в его время и которого Шопенгауэр тоже страшно не любил, иногда даже прямо оскорбляя его в своих текстах. Сегодня тоже разберемся, почему. И это также отчасти главная причина, почему мы будем мало говорить сегодня об этике, ну, потому что большая часть его этики – это интерпретация как бы его философской системы Шопенгауэра именно самолично одним Шопенгауэром. То есть это не как там стоицизм, где там есть какое-то мощное основание, которое сотнями лет переходит из поколения в поколение, учение там отшлифовывается этическое, и в конечном итоге мы получаем философию стоицизма, как она есть, а так его этика прям пропитана его какими-то, в английском есть слово bias, это предубежденность, какими-то его, да, там, детскими травмами, предубежденностями и всяким таким. Ну, начнем мы доклад конкретно о философии с его студенческой работе, о четверояком корне закона достаточного основания.
Вот. Я также буду иногда в докладе оставлять его цитаты. Да, не как бы не обязательно к прочтению, вообще против всякого текста на слайдах. Это так, если кому-то будет интересно больше углубиться в самого Шопенгауэра, то как он мыслил, как он писал, то можно их читать. Также на записи, думаю, будет удобно ставить на паузу их читать. Вот. Работа на самом деле очень большая, интересная, посвящена закону достаточного основания, да, он же четвертый закон логики, который можно сформулировать, да, посвящена она вообще двум вещам: закон достаточного основания и его взгляде на рассудок и разум. Сначала я хотел о нем поговорить. Ну, он как бы первое, что утверждает, что восприятие наше, наша чувственность по Канту, она вся интеллектуальна, то бишь за нее отвечает рассудок, как бы какой- какая-то часть в нашем сознании, в нашем мозге, которая занимается интерпретацией раздражений наших органов чувств. Ну, примеров можно привести очень много, да, там от самого простого, вот мы смотрим двумя глазами вперед, нос нашего не видим, закрыли один глаз, нос появился, закрыли второй глаз, нос наш тоже появился, хотя, смотря двумя глазами, мы также должны видеть наш нос, потому, видимо, кто-то пост обрабатывает изображение с наших глаз, и этот кто-то это и есть рассудок. Вот. Также там с геометрией глаз много он доказывает, почему кто-то все-таки обрабатывает изображение, и, да, как из двух глаз мы получаем одно изображение. Также и со всеми остальными органами чувств, например, с тем же касанием. Ведь, по сути, говорит Шопенгауэр, касание — это, ну, как бы у него есть, да, ты либо касаешься, либо не касаешься. И одним лишь касанием мы с закрытыми глазами не можем, да, там, ведя палец по какому-то большому объекту, составить полную картину этого объекта, так как нам также нужно представлять наш палец в пространстве и времени, чтобы это составить. Так что тут никаких споров быть не может, что вся наша чувственность, она рассудочна. И вторая важная вещь, то он говорит, что главное свойство разума напрямую — это абстрактное мышление. То бишь заниматься абстрактным мышлением, формировать понятия, и играться как-то с этими понятиями. То бишь он также разделял, а, э, то бишь забыл, как слово называлось, то бишь понятие, которое формируется о самом объекте, и опосредованное понятие, уже как бы какое-то более сложное понятие, которое формируется на основе других понятий. Вот, ну, думаю, примеров приводить не надо, тут и так просто. Вот, также важная вещь, которую он говорит, то, что разум познает причины и следствия в нашем мире. И о причине и следствии как раз и идется в этом трактате «Четверяким корень закон достаточного основания», где говорит, что этот закон достаточного основания, он же четвертый закон логики, открытый, по-моему, Лейбницем, что как его можно сформулировать? У всего в мире есть свое основание и своя причина. Так он формулируется Шопенгауэром, но он возводит этот закон достаточного основания то бишь в основу человеческого восприятия, в основу человеческого мира, в основу мира объектов, субъектов, в основу всего, что происходит вокруг нас, что у всего есть своя причина и основание. И разделяет его на 4 корня, которые есть в названии. Вот. По каждому из этих корней пройдемся. Это первый закон основания становления, который относится к физическим объектам. То есть, да, он разделяет закон на 4 корня, где говорит, что каждый из этих корней имеет свою линию причины и следствия, как бы свою линию оснований. Ну, при том он говорит, что основания могут переходить между корнями, но это попозже примеры приведем.
То есть закон основания становления, который относится к физическому миру, к миру объектов. То есть, да, как объекты сталкиваются с друг другом в мире. То есть, да, там кирпич упал на голову человеку, причиной смерти стало падение кирпича на голову. Вот. Еще он важное подмечает, что причина — это именно изменение, это именно действие, а не состояние или какой-то конкретный объект. То есть, да, он может быть основанием, какой-то объект, например, в нашем примере, основанием падения кирпича на голову мог быть как сам кирпич, так и высокое здание, так и плохой строитель, который его так положил. И потому он тут приводит пример философии Спиноза, которого есть, который называют первопричиной всего Богом, который есть сам мир, да, единая субстанция, сам мир и Бог. Он говорит, что так быть не может, это неправильно. Бог не может быть причиной самого себя, он может быть лишь основанием самого себя, значит, философия Спинозы ложна. Из этого закона достаточного основания. Дальше. Закон основания познания, относящийся к логическим объектам, то есть, да, к логическим утверждениям, то есть они абсолютно, да, предопределенны. То есть как-то логически интерпретируя какую-то вещь, имея какое-то основание, мы как бы можем прийти только к одному логическому, к одному правильному выводу. Вот. Дальше закон основания бытия, относящийся к математическим объектам. То есть, как бы, да, он приводит много примеров из геометрии. Ну, например, да, если у нас есть прямоугольный треугольник с катетами 3 и 4, то гипотенуза у нас будет как бы 5, да, только 5. Она не может быть 6, не может быть 5,5, а будет только 5. Это обязательно, это предопределено этим законом основания бытия. Также говорит, что вся геометрия так или иначе будет предопределена аксиомами, которые в ней вложены. Если мы выберем другие аксиомы, то мы получим другую геометрию. И то, чем занимался Евклид, например, это просто нахождение следствий, аксиом, которые он изначально задал. Да? Они могли быть только такими, а никакими иначе. Ну и четвертое, самое интересное, закон основания мотивации, то есть мотивы. Шопенгауэр говорит, что все наши мотивы, они предопределены другими мотивами и могут быть, да, только такими, а не другими, иначе из других мотивов. Да, там, простой пример. Мы голодные, да, и мы идем есть. То есть мы совершаем какие-то действия, чтобы поесть и утолить голод. Вот. Также, например, можно привести такой более сложный пример. То есть, я не знаю, на Шопенгауэре одни плохие примеры лезут в голову. Хорошо, возьмем плохой пример. Вот берем человек решается совершать самоубийство, вот, и он как бы решился и сделал самоубийство. То есть причиной самоубийства может быть только какие-то мотивы в прошлом человека, но также основанием того, что он совершил самоубийство, может быть также его, ну, не знаю, особое состояние ума конкретно именно в данный момент, то без какие-то физические причины, да, там, особое состояние тела, э, да, какие-то откровенно физические основания, но причиной совершения самоубийства всегда будет его предыдущий мотив. Да, и тогда следствие.
У нас получается тогда абсолютно детерминированный мир по всем фронтам, нету никакой свободы, есть только сущая предопределенность. Да, отсюда же также можно и сказать, что утверждения, имеющие достаточное основание, они будут истинными. То есть нам, чтобы найти истину, просто нужно найти какое-то достаточное основание, чтобы мы могли достаточно сказать, что это истина. Вот. Также, помимо всего прочего, закон достаточного основания нам, в принципе, дает, помимо важности в самой его философии, неплохую оптику, плохой взгляд на его философию. В том плане, что, ну, да, от самой формулировки закона достаточного основания и, да, как истина, это что-то, имеющее достаточное основание. То есть, да, наша цель как философов — искать основание чего-то и говорить вот по существу, как оно есть, как, да, чего как бы требует следствие, а не как бы, да, там придумывать себе воздушных замков и сидеть в них играться. Это не философия. Вот нужно вот то, что мы можем знать, вот как Кант ставил свою цель в критике чистого разума. Примерно такие же цели ставит себе Шопенгауэр в своей философии. Понять, что мы можем знать о мире, а чего мы не можем знать о мире. Вот такие дела. Дальше. Мы переходим к его уже следующей книге «Мир как воля и представление», которую написал уже чуть позже, но все равно достаточно рано, как для жизни человека. Вот. И он сам еще в предисловии говорил, что его студенческая работа, трактат о четверояком корне закона достаточного основания — это скорее как бы как первая часть к миру как воле представления такое, э, да, как предисловие больше. То есть он уже с такого раннего возраста, в лет 30, ему, наверное, тогда было, формирует полноценную философскую систему, что, редкость для философов. Вот, да. Книга «Мир как воля и представление» посвящена больше вопросу, а что такое самореальность, что мы о ней можем знать, а чего мы не можем знать в этой реальности, как нам вообще жить в этой реальности, как быть, как с ней справиться. Думаю, Шопенгауэр больше бы так поставил вопрос. Ну и вообще. С чего он начинает? Это с определения субъекта и объекта. Это очень важно понимать в философии Шопенгауэра. То есть, да, он определяет субъект и объект очень просто. Субъект — это то, что познает объекты, а объект — это то, что дается субъекту. Тут мы уже сразу встречаем такое зацикленное определение, что вообще-то плохо, но в нашем случае это зацикленное определение, как бы, оно очень как бы интуитивно, да, оно как бы в этом зацикленном определении нет чего-то такого трансцендентального, чего мы можем подвергнуть сомнению и сказать: нет, вот тут я э, не согласен, значит, это все зацикленные определения, вся твоя философия — фигня. Он как бы делает такое зацикленное определение, но они как бы, да, лежат в самом базисе, и просто, да, говорит, как он понимает субъект, как он понимает э, объект, да. То есть, человек тогда в этой парадигме — это не субъект и не объект, а все вместе. То есть
Субъект также это что-то, что может познавать объекты. Объекты — это то, что познается субъектом, да. Человек, он у нас что имеет? Имеет какой-то познавательный аппарат, да, сознание, душу, и имеет тело, мозг, органы, имеет то, что он может сам увидеть. То есть как бы он и объект, и субъект одновременно, как и все остальные виды животных не имеют как и часть субъекта, так и объекта. Вот. Также отсюда можно сразу же дать определение материи. Это что-то, что действует на субъект. И отсюда интересно также э, аналогию можно привести, скорее не аналогию, а что правильнее по Шопенгауэру мир называть действительностью, а не реальностью. То бишь то, что действует на нас, то, что действует на субъект, то, что действует на наши органы чувства, на наш рассудок, то мы и видим вокруг себя, то и есть миром, в котором мы живем. Вот. И потому отсюда он делает такой вывод, что мир — это представление. Да, больше. Мир может существовать только как представление. Вот я тут также вынес снизу картинку, знакомую вам. Две руки, рисующие себя, как такое напоминание об учении субъекте и объекте, что как бы, да, они как бы одновременно существуют друг с другом, одновременно дорисовывают себя, и да, субъект то, что видит объект то, что дается субъекту, то бишь друг без друга существовать не могут, и потому мир может существовать только как представление, и вообще все споры, да, там, о реальности внешнего мира, о том, насколько внешний мир реален, да, там, существует Луна, пока на нее никто не смотрит, это все вообще фигня с того, как Шопенгауэр определил субъект и объект, потому что, ну, мы в этом мысленном эксперименте, по сути, ставим субъект на место объекта, что, ну, так нельзя, так неправильно, мир так не работает, субъект — это вот мы, а объект — это вот камень, который мы познаем. Так же, как бы, да, и другие люди нам тоже являются только как объекты. Субъект мы только сами для себя. Мы не имеем доступа к их субъективности, к их познавательной способности. Поэтому они нам даются только как объекты. Вот. Также он, да, критикует материализм и идеализм, где один ставит субъект первичнее объекта, а второй ставит, да, говоря, что, ну, там, например, как Кант, которым он очень много вдохновлялся, считал даже своим учителем, это прямо в тексте писал, что, да, что мир — это больше плод нашего воображения, плод того, как нам даются вещи в себе, ну, точнее, что у него было у Канта, явления, да, это как бы как нам даются явления от вещей в себе, то, как мы с ними работаем. Говорит, что, ну, это правда, потому что явления нам ни от кого там не даются, и они как бы существуют уже потому, что существуем мы как субъект, то бишь просто сами по себе. И также критикует материализм, говоря, да, что, ну, мы просто не можем, да, как бы поставить субъект на место объекта и сказать, вот материя первична, потому что я сказал, что теперь, а я посмотрю с точки зрения камня, а есть ли материя в мире, ой, смотрите, есть, а человек тоже материя, значит, человек имеет материальную природу. Шпион говорит, нет, так нельзя, ошибка.
вообще. Вот. Также в этом мире, как представление, будет обязательно работать закон причинно-следственной связи, потому что, например, того же Канта это был, он не работал в мире вещей в себе, а появлялся уже в нашем разуме. Да, у Шопенгауэра, да, это его, по сути, основной закон реальности, закон достаточного основания, по сути, закон причинности. Он как бы есть в мире, везде, везде соблюдается, обязан соблюдаться, да, потому что как бы то, как мы познаем объекты, точнее, объекты, которые мы познаем, как бы содержат эту причинность, которая в них есть, следственно, она есть в мире. Мир существует только как представление. Да, отсюда также возникает интересная такая мысль, что впервые мир появился, когда появился на свет первый субъект, который создал все объекты, который также создал время, пространство и вообще все остальное. М, Также можно сказать пару слов о науке, да, то, чем занимается наука в этом мире представлений. Наука занимается познанием э, реальности, да, то бишь раскрытием этих связей, закона достаточного основания. Причем субъект, э, он находится вне закон достаточного основания. То бишь он работает только среди объектов, но так как человек это и субъект и объект, он также всецело работает на человека и на его мотивы. Но цель науки также раскрыть основания мира, скорее, да, раскрыть какие-то предопределенные законы, конструкции в этом мире и связать их, да, по закону достаточного основания. Вот. Тогда можно, резюмируя, сказать, что да, мир у нас абсолютно детерминирован. Мир — это только те объекты, которые мы способны воспринять, которые отдаются нашему восприятию. И то, что дается нашему восприятию, это и есть объекты, да, то бишь, то, что вне нашего восприятия, если бы гипотетически брать, что есть что-то вне нашего восприятия, но это уже как бы и не является материей, и не является объектами, ну и как бы этого нету в нашем мире, в мире нашего субъекта. Вот, да, отсюда мир существует только как представление, в котором каким-то поразительным образом однажды одновременно сформировались и субъект, и объект. То есть нас, да, не материя создала субъекта человека, не субъект создал все остальное, а вот как-то они странным образом сами собой сформировались, но раз уж мы, да, подтверждение этому, то они как-то смогли сформироваться. Вот. Теперь дальше. Шопенгауэр видит определенные проблемы в своем законе достаточного основания, которые он также, да, как уже сказал, назвал основой реальности, причем основой не только своего учения, но также и других многих учений. Они не осознавали, что это является их основой. Например, у Канта, хотя он там приводил 12 рассудочных категорий, но Шопенгауэр говорит, нет, на самом деле это все можно. Все они тоже подчинялись закону достаточного основания, все это тоже можно описать как закон достаточного основания. Вообще закон достаточного основания рулит всем. Но с ним есть пара проблем. Первое — это вопрос, а, да, что тогда есть первой причиной всего?
довольно-таки логичный вопрос после того, как раскритиковал философию Спинозы, которая учила, что первопричиной всего есть Бог. И вторая проблема, какова все-таки причина мотивов, потому что, ну, непонятно на самом деле, почему вдруг мы там однажды, утолив голод, хотим есть опять. Вот откуда появляется это желание снова, в чем причина этого желания и вообще всех желаний в самом человеке. Вот это навело Шопенгауэра на определенные мысли, определенно, что он, так сказать, как это часто приводится, погрузился в себя, пытаясь разобраться, какова причина его мотивов, какова причина его желаний, стремлений, то, что, ну, он банально хочет жить. И, наверное, однажды, открыв глаза, он спросил, а какова причина того тогда, то есть, что как бы камень упал на землю. Не в плане, что его до этого кто-то подбросил, а какова причина той силы, которая заставила упасть камень на землю, а какова причина той силы, что заставила, что греет землю от солнца, что сдувает ветром деревья, какова причина той силы, которая удерживает орбиты на планетах, орбиты на планетах, планеты на орбитах. И он, да, также ища одновременно причин своих мотивов, называет это все словом воля. Важная оговорка сразу. Воля у Шопенгауэра — это э, не то, что мы называем волей, как какой-то определенный волевой акт, направление усилия на что-то. Воля у Шопенгауэра, да, это то, это как бы, да, пока что у нас так, что-то абстрактное, то, что служит первопричиной всему, что заставляет Шопенгауэра каждый раз испытывать голод, каждый раз испытывать жажду, каждый раз испытывать желание сна, что заставляет его каждый раз упасть камень на землю, и его нельзя назвать лучше, чем слово стремление. Стремление к чему-то, не пойми чему, и, видимо, вообще ни к чему. То есть стремление ради самого стремления. То есть также возвращаясь к себе, Шопенгауэр говорит, что вот да, там, я стремлюсь к счастью, стремлюсь к вечному блаженству, но из-за того, что это стремление появляется во мне снова, я никогда его не достигну. Я не смогу однажды поесть так, чтобы у меня больше не появилось чувство голода. Оно появится снова. Оно также камень не может как-то так упасть на землю, чтобы он больше не захотел падать на землю, да, потому что так не происходит. То есть в основании мира лежит какое-то стремление этого мира к чему-то, чему-то не пойми к чему. Вот. Видимо, эта мысль очень пугает Шопенгауэра, также ляжет в основу его этики. И да, он называет эту силу волей, да, а ее проявление в человеке волей к жизни. Потому что человек, несмотря ни на что, стремится жить. Да, иногда, где кажется, что ну, много рациональнее было бы и не жить, он все равно цепляется за свое существование и рвется дальше, как и сам мир по Шопенгауэру. Тоже бросает камни в планеты, планеты в камни, какое-то бесконечное количество раз, просто ради того, чтобы бросать планеты в камни,
и звезды взрывались. Вот, то есть, да, также с того, что она лежит в основании всего вокруг, она создала этот мир, она создала объекты, создала субъекты, то есть как-то взаимодействуя сама с собой, она в какой-то момент создала объект и субъект, которые и создали мир, которые создали время, пространство, математику, логику, все вокруг, что мы видим, и он называет волю также вещью в себе, как это было у Канта, что в основе всего лежали вещи в себе, он так и говорит, воля — это вещь в себе. Вот Кант до этого немножко не дотянул, а я дотянул. Воля — вещь в себе. Все вокруг нас — это воля, по сути. Да, как бы там, ну вот, очки Шопенгауэра — это воля, его портрет — это воля, его глаза — это воля. Все вокруг нас — это воля, потому что, да, эта воля продолжает как-то взаимодействовать сама с собой в виде объектов и субъектов. Ну, просто из-за того, что появился субъект, это уже ложится в форму мира, который мы воспринимаем, и в котором мы должны как-то пытаться выжить по Шопенгауэру. Вот. Также мы, ну, мы должны также пытаться выжить в нем, потому что мы, да, наша личность, наш индивид тоже сформирован волей и волей к жизни. То есть мы как бы уже, да, программным кодом у нас заложено, что мы должны выжить в этом мире, несмотря ни на что. Вот. И получается, да, что человек в этом мире единственное живое существо, единственный этот субъект, который может осознать эту волю, может к ней прийти, может понять, что в основании всего лежит вот это вот стремление к чему-то. Но да, мы же живем не в мире постоянно взаимодействующих с собой сил, а живем в мире объектов, и Шопенгауэру непонятно, как эти объекты из воли формируются. Ну, то есть, да, понятно, под влиянием субъекта, ну, как они формируются именно под влиянием субъекта. И он называет этот принцип объективации воли. То есть воля как-то под влиянием субъекта, который состоит также из воли, да, воля объективируется в объекты в мире, становятся объектами. Он вводит определенную иерархию объективации воли, то есть она не сразу превращается там, в шкаф, а это происходит по четкой иерархии, заданной в нем, где в самом начале иерархии стоят идеи, через форму которых воля и объективируется. Ну и эти идеи, да, как раз и есть идеи Платона. То есть, это что такое идеи у Платона? Это как бы что-то всеобщее, объединенное в едином, и через это всеобщее, говорит Шопенгауэр, в едином, и проявляется воля в наш мир. То есть через идеи проходит дальше к законам реальности. Через идеи она становится силами, которые существуют вокруг нас, силами природы, гравитации, электромагнетизма и всего. Вообще, эти силы, из этих сил дальше воля переходит уже в сами объекты непосредственно, из идей, эм, которые мы видим в мире.
которые также являются и отражениями этих идей, и все, что говорил Платон по Шопенгауэру, правильно. И вот, да, как раз по Шопенгауэру, по сути, Платон, он просто, да, не дошел чуть-чуть до вещей в себе, да, в этой иерархии объективации воли, он дошел только до идей, то есть остановился на предпоследней ступени. Кант поднялся чуть выше, дошел до вещей в себе, а вот Шопенгауэр сказал, что это все воля, это все чистое стремление и такая красивая у нас картина реальности. Дальше воля объективируется в объекты непосредственно, там же эти объекты становятся разной сложности, из которых появляются сначала растения, животные, а потом и сам человек. Ну и человек своей интеллектуальной деятельностью формирует, да, культуры, государства, религии. И это все также плоды устной деятельности человека также являются объективацией воли через ум человека. Да, мы создаем себе такие абстрактные э, вещи. Вообще все, да, вся деятельность рассудка, все абстрактные понятия по Шопенгауэру тоже продукт воли, как и вообще все вокруг, что они стоят уже в самом конце в иерархии объективации. Также Шопенгауэру не совсем понятно, если все воля, если все едино, как можно было бы сказать, хотя оно-то все едино, но да, проблема в том, что воля, она иррациональна. Почему и называется его философия иррационализмом, да, потому что, ну, рациональность, она появляется уже только на уровне мышления, на уровне разума, да, и хотя его и создала воля, но на уровне воли никакой рациональности нету. Рациональность появляется на уровне субъекта, следственно, и объектов, то есть на уровне идей и воли никакой рациональности нет. А значит, ну, мы не можем никак познать волю. Идеи мы познать можем, про это будет чуть потом, но волю мы никак познать не можем. И да, сказать тогда, а в чем причина воли или а почему есть что-то, а не ничто, ну, мы просто никак не можем ответить на этот вопрос. Никакая рациональность, никакое человеческое мышление тут не поможет. Также и сказать, что да, например, воля едина, но мы не можем подбирать какие-то к ней эпитеты, какие-то, как-то ее абстрактно категоризировать. Даже, например, мы не можем сказать, что она не едина, потому что мы не можем ее определить через отрицание, эм, э, как это, через отрицание абстрактного э, понятия. То есть мы ничего о ней не можем сказать, но при этом как-то в этом мире мы различаем объекты и субъекты, то есть мы разобрались, как они получаются. Теперь вопрос, как мы их различаем как субъект. Говорит, что есть все же у нас некий принцип индивидуации, как он это называет. Э, да, это то, почему мы видим множество объектов, а не какую-то одну серую массу, да, там, океан, как он говорит, эм, который вообще-то является основой реальности. По этому принципу мы различаем разные объекты по их там, свойствам, положению в пространстве, во времени. Да, он также приводит аналогию с а, э, буддийского учения, аналогию пелены майя, то есть, да, как бы, которая нам говорит об иллюзорности
нашей реальности, о том, что, да, на самом деле, как бы мир это, да, там, одна сплошная пелена, но в ней есть, да, но мы как бы в этой пелене видим разные объекты, и их различаем. Вот это и есть принцип индивидуации по Шопенгауэру. Вот. Теперь поговорим об его эстетике, его эстетическом учении, которое он уделяет не меньше времени, а может быть даже и больше всему сказанному здесь. Вот. Вообще, если так начинать из общего, переходить к деталям, эстетикой он разделяет два основополагающие чувства, которые влияют на восприятие объекта искусства. Это чувство красивого и чувство возвышенного, которые имеют под собой разные корни. То есть говорить, что такое чувство возвышенного? Да, это мы его получаем, когда мы что-то познали в объекте искусства, что-то, что нас как-то возвысило, мы что-то узнали больше, мы перешли на другой уровень восприятия, мы перешли, как он потом говорит, в опыт лучшего сознания, да, также потом скажем, и чувство красивого, то есть да, такой антипод чувства возвышенного, что оно удовлетворяет нашу потребность в созерцании красоты. И он говорит даже, что это также нам часто мешает воспринимать чувство возвышенного в каком-то объекте искусства, да, потому что мы больше знанием фокусируемся на красивом, чем на возвышенном. Но это нам нужно, чтобы также проиллюстрировать его еще одно открытие, которое он находит, а именно, что все создано волей, а субъект также создан волей, и субъект — это то, что познает. То есть субъект создан волей, умеет познавать объекты, как и объекты искусства также. Он хочет познавать реальность. Ее познает, и да, и есть также в человеке, в индивиде также воля, также его, да, объектная часть, которая создает ему мотивы, которая говорит: нет, ты должен не познавать, ты должен идти кушать и удовлетворять свои потребности. Вот, и эти два начала, да, мы бы сейчас назвали больше эмоциональное и рациональное. Рациональное в виде субъекта, эмоциональное в виде воли, стремлений, желаний, но он, да, то есть создал такую дихотомию в индивиде, как, то есть у каждого индивида есть, вот как здесь на слайде, в каждом из нас живет два Шопенгауэра. Э, Одна его часть воля, другая его часть познание, то есть субъект, который также создан волей, но он как бы создан в виде субъекта. И воля тут представлена в виде желаний, которые друг с другом борются. И вот пример с эстетикой, отличная иллюстрация этому, что наш субъект хочет познавать возвышенные идеи, но наша часть от воли хочет видеть красивое во всем, и они таким образом друг другу мешают. Вот. Также искусство для Шопенгауэра и вообще понимание реальности через искусство, он его ставил выше, чем понимание реальности через науку, потому что,
как я уже сказал, науку он видел просто как способ различить причинно-следственные связи в мире, понять, а почему это работает так, а не эдак. А вот через искусство, через именно постижение возвышенного мы и можем э, постигать эти идеи. И через искусство, получается, мы можем приблизиться к основанию реальности намного ближе, чем через науку. Мы можем через искусство, да, художник, который создал какой-то объект искусства, мог, когда его создавал, вложить в него какую-то идею, что-то, и мы, познавая этот объект искусства на какой-то момент, да, может, несколько секунд, минуту, час можем выпасть из реальности, так сказать, и прикоснуться к этой идее, которую вложил туда художник. И да, в этом также видел Шопенгауэр форму спасения человека из реальности, как можно сбежать из этого постоянного стремления, да, через искусство, через постижение идей, которые почти у воли, но еще нет. Вот. А тех, кто умеет вкладывать эти идеи в произведение искусства, он называл гений. То есть какие-то люди, которые появляются в мире очень редко, они появляются, они вот так вот как-то видят мир неправильно, что вот, ну потому что если мы находимся в рамках закона достаточного основания, в рамках объекта и субъекта, мы никак не можем познать идеи, да, потому что мы всегда находимся в мире сил природы, э, материи, культуры, искусства. Да, ведь, например, в той же науке какое как бы основание она дает вещам? Да, там, это произошло потому, что сила природы. Да, но Шопенгауэру за силами природы также стоят и идеи. И мы бы не могли никак их познать, эти идеи, хотя столько в мире закон достаточного основания. То есть люди определенные, которые могут как-то выбираться за пределы закона достаточного основания. То есть у них как-то, да, вот он, он их прямо поэтому называл психически больными людьми. Но вот, да, много среди нас есть психически больных людей. Ну вот, да, на каждого психически больного человека есть, да, там, на каждую тысячу есть по одному гению. То есть это люди, у которых как-то неправильно работает его индивид, что может выходить за рамки закона достаточного основания, такой определенный баг в воле случился, или не случился, или не баг вовсе. Что, да, как бы гении вроде остаются нормальными людьми, но могут познавать эти первичные идеи, приходить в опыт их созерцания, и этот опыт они могут транслировать другим людям только через искусство. Да, ну ведь если они попытаются его проговорить, они будут говорить слова э, какие-то, которые мы будем потом воспринимать как абстрактное понятие. Абстрактное понятие — это не идея, это 3 ступени ниже. И потеряется весь тот смысл первоначальный, который они постигли. И они могут его передавать только через те объекты искусства, и только вот через искусство человек может познать эти идеи. То есть по Шопенгауэру искусство — это лучший способ познания реальности, а не это ваша физика. Вот. Также он вводит определенную иерархию искусств от низших искусств до высших.
по аналогии с искусствами, направленными на чувственное удовлетворение, до искусств, направленных на передачу идей. То есть на низшем уровне стоят там скульптура, зодчество, то есть искусство, да, имеющее чисто больше функциональное значение, больше, да, как бы потому что мы не можем получить архитектуру, если в нашем основании не будет какого-то дома, который будет выполнять функционального значения, а потом уже не будем его украшать как-то. И вот, да, это украшение, оно как бы говорит, должно быть красивым, и через него сложно передать какую-то идею. Потом дальше у него там идет скульптура, живопись, и на самой вершине у него стоит музыка, которую потратил целую главу, чтобы рассказать, какая сильная эта музыка. То есть по музыка не имеет какого-то определенного физического носителя, то есть у которого может быть какой-то красивой формы или чего-то отвлекающего. Она вот, да, по Шопенгауэру существует всегда, но ее нет, да, носителя объекта. Эм, Это была даже, скорее всего, первая форма искусства, когда люди что-то хлопали, топали, находили ритмы. И именно через музыку, как говорит Шопенгауэр, мы можем лучшим образом передавать идеи, и он даже называет музыку как чистые эмоции людей, то бишь, ну, по сути, музыкальное произведение по Шопенгауэру — это то, как человек пережил что-то. Через это наилучшим образом можно познать эти идеи. Вот. Тогда уже переходим к завершению следствия всего того, что здесь наговорилось. Ну, получается такой очень грустный мир у Шопенгауэра. Да, объекты, субъекты, которые мы себе представляем, которым движет какая-то бесконечная, огромная, которую мы не можем словами описать, иррациональная сила, движет всем, и мы ее жертвы, жертвы этого всего хаоса, который происходит вокруг. И, ну, сложно жить Шопенгауэру в таком мире. Да, мы можем как-то через искусство попытаться, да, там на секунду, на две возвыситься к миру идей, или если вам повезло родиться гением, то, ну, вы в них уже и так существуете, вам хорошо, но, да, всего лишь как бы 1-2 секунды, чтобы выпасть из мира, ну, это ничего по сравнению с оставшейся жизнью. Тому Шопенгауэр на фоне всего этого происходящего предлагает довольно-таки буддийский ответ, а как с этим справиться? Именно через аскезу. То есть поменьше, то есть подавлять вот эту вот а, волю в себе. Это желание, которое у нас всегда появляется, желание взять конфету с полки и съесть, которое у нас есть всегда, и которое в конечном итоге ни к чему не приведет. Ну, станет нам на секунду хорошо, ну, на 2, ну, на 3. Но потом нам опять захочется ту же самую конфету и еще больше. Да, если мы им наедимся, потом также захочется через день и через 2, пока мы не лопнем по Шопенгауэру. И так жить нельзя. Нужно как-то волю в себе подавлять, обуздывать, волевое проявление, потому что оно ведет к страданию. Именно на избавление от страданий направлена его этика, да, ключевым принципом избавления от страданий, который, наверное, перенял у буддистов, которых он также один из первых, кто принес в европейскую философию, европейскую мысль. Вот. Ну и также,
да, время выходит. Хочется еще сказать об интересном взгляде на смерть, который у него сформировался. Вот, иллюстрировали на этой картинке с маленьким принцем. То есть, как Шопенгауэр видит смерть, которую он, кстати, также считал путем избавления, но э, избавления от страданий, но как бы немножко неправильным, потому что мы как бы вроде бы у нас есть воля к жизни, и мы как бы противоречим естественному ходу вещей, убивая себя. Ну, как бы не очень круто по Шопенгауэру, но если что, можно. То есть вот у нас на картинке есть наш индивид в виде человека, есть планета, на которой он сидит, есть Солнце, которое на нее светит, которое воля освещает объект в виде планеты и маленького принца. Да, этот мир, это планета, мир представлений. Этот маленький принц — это индивид, который сидит и смотрит на закат. И когда наступит закат, он умрет и думает, что все, мир погрузится во тьму, ничего больше не будет в мире, и будет вообще страшно, ничего больше не будет. Но, говорит Шопенгауэр, индивид забывает, что он-то на самом деле воля. Он на самом деле не этот человек, который сидит здесь на стуле и смотрит на планету и на солнце, уходящее в закат. Он именно это солнце, которое светит на индивида и светит на планету. И потому умирать не страшно, говорит Шопенгауэр, ведь мы все единая воля. Я хочу на этом закончить свой доклад.